Холодным мартовским утром старушка Ольга Николаевна зашла в районную поликлинику. Голова кружилась, виски пульсировали от боли, перед глазами плыло. Она с трудом добралась до кабинета терапевта и опустилась на стул, надеясь на помощь. Врач, едва взглянув на нее, спросил про страховку или возможность оплатить прием. Ольга Николаевна беспокойно порылась в карманах, но нашла только старый носовой платок. Страховка осталась дома, а денег при себе не было. Она объяснила это врачу и с тревогой посмотрела на него, надеясь на понимание. Врач раздраженно откинулся в кресле и, недовольно нахмурившись, сообщил, что без страховки принять ее не может. Старушка взмолилась, объясняя, как ей плохо, но наткнулась на равнодушный взгляд. Она пыталась объяснить, что может принести документы позже, но врач лишь устало вздохнул и вызвал санитаров. Через минуту в кабинет вошли трое мужчин в синих халатах. Они молча взяли старушку под руки и вывели ее в коридор, а затем за дверь поликлиники. Оказавшись на улице, Ольга Николаевна почувствовала, как обида сдавливает грудь. Она дрожащими руками достала телефон и позвонила сыну. Максим Олегович, известный бизнесмен, выслушал рассказ матери и пришел в ярость. Через полчаса у поликлиники остановился черный внедорожник. Из него вышел высокий мужчина в дорогом костюме и решительно зашагал внутрь. Он прошел прямо в кабинет терапевта, где находился тот самый врач. Узнав в разъяренном посетителе известного предпринимателя, врач мгновенно переменился в лице. Он попытался оправдаться, заговорил мягче, но было поздно. Максим не собирался его слушать. Шум привлек внимание главного врача. Тот быстро разобрался в ситуации и, недолго раздумывая, принял решение. Терапевта уволили прямо на месте. После этого главврач лично провел Ольгу Николаевну на обследование. У нее диагностировали сильную гипертонию и назначили лечение. Старушка лежала в палате, чувствуя себя спокойнее. Рядом сидел ее сын, крепко держа ее за руку. Теперь она знала, что больше не останется один на один с равнодушием. А где-то за стенами поликлиники бывший врач уходил прочь, осознавая, что бездушие может дорого стоить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.